Привет! Данную модель наушников я заприметил еще 2 месяца назад, когда делал обзор на Halo W1. И вот казалось бы, какая тут связь, разумеется, кроме той, что оба завода являются партнерами компании Xiaomi. А дело все в том, что, как и в случае с моделью W1, наушники QCY T8 Pro внезапно оказались в списке поддержки программы Xiaomi AI, что выглядит весьма странно, ведь у QCY, в отличие от Halo, свое приложение для наушников имеется. Но по всей видимости, в качестве некого эксперимента именно T8 Pro решили сделать совместимыми с программой голосового помощника Xiaomi. Хорошо это для нас или нет, я бы сказал, что нет, ведь абсолютно весь интерфейс приложения до сих пор на китайском, и с переводом его хотя бы на английский язык разработчики не торопятся. А те плюшки, что умеет новинка, увы, полезны лишь для китайских жителей, либо для тех, кто свободно владеет данным языком. И тем не менее, T8 Pro начали официально продавать на Алиэкспрессе, и что по итогу они из себя представляют, я и расскажу тебе в сегодняшнем видео. Наушники приезжают в уже знакомой простенькой фирменной коробке без какого-либо намека на прошлость. Внутри лежит зарядный кейс, отдельно от него пара наушников, коротенький кабель для зарядки и максимально лаконичная инструкция по эксплуатации. Первое, что тут же бросается в глаза, это окрас устройства. Как наушники, так и сам футляр выполнены из черного пластика с добавлением золотистой крошки в литье. Возможно, что это просто краска, однако если присмотреться, то все же это больше напоминает именно текстуру пластика. Не скажу, что подобное решение будет популярно среди представителей мужского пола, но вот девушкам скорее понравится. Зарядный кейс в модели идет с матовым покрытием, а наушники полностью глянцевые. По своей форме и основным элементам перед нами старые добрые QCY T8 или T8S. Габаритные размеры зарядного кредла по длине, ширине и высоте составляют 49 на 24 и на 52 мм соответственно. Вес с наушниками внутри получается 42 грамма, без 33. Емкость встроенного аккумуляторного блока здесь не поменялась и имеет все те же 380 мАч на борту, а вот способов зарядки теперь стало два. Стандартный проводной с разъемом в нижнем торце корпуса и второй альтернативный по беспроводному интерфейсу, катушка которого спрятана в задней стенке бокса. На передней стороне расположена круглая кнопка активации и сброса наушников к заводским настройкам, а аккуратно над ней поместили разноцветный статусный светодиод. Подключение наушников к смартфону осталось прежним, по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Переподключение в монорежим здесь бесшовное. Все дизайнерские и аппаратные элементы, имеющиеся в модели T8S, имеются и тут, за одним лишь исключением. Наконец-то защитную сетку на звуководе сделали металлической. Надеюсь, она не будет так отваливаться и, главное, забиваться, как это было у многих пользователей в предыдущих генерациях. Золотое кольцо на месте, сенсорная область для управления функциями плеера снаружи ножки, датчики автопаузы на борту. И вот по функциям управления меня ждал здесь неприятный сюрприз. Так уж вышло, что наушники не работают с фирменным приложением QCY, причем даже при смене региона и языка смартфона в списке доступных устройств QCY T8 Pro нет. Там появляются какие угодно модели, но только не они. Так что, как я и говорил в самом начале, работают эти наушники только с приложением Xiaomi AI. И вот получается, что мы вроде бы имеем в наличии жесты двойного касания, тройного и удержания пальца на сенсоре, но вот настроить тройной тап программа Xiaomi не дает. Здесь можно переназначить только двойное касание, да и то только на переключение треков или вызов ассистента. Хотя перемотка и так по умолчанию зашита на долгое касание. В общем, по управлению получается какая-то ерунда. Лучше бы не мудрили, а оставили как есть. Ну или хотя бы дали возможность выбора, какой программой пользоваться. За звучание в наушниках отвечает 13-мм динамические драйверы, а его передачу обеспечивает два аудиокодека на выбор. Это AAC и SBC. Наушники громкие, с хорошим таким запасом по этой части, что для вкладышей, как по мне, обязательное условие. Звучат они чисто, объемно и при должной посадке довольно басовито. В силу глянцевой поверхности самих чаш, возможно, тебе придется прикупить силиконовые насадки. Вот такие вот. С ними наушники в кейс помещаются, а чувствовать себя в ушах они будут намного уверенней. Тем не менее, как я уже успел отметить, звучание у наушников хорошее. По крайней мере, не хуже Moripods от Halo. А в каких-то моментах в регистре низких частот и окрестностях мид-баса будут даже понапористей. По моим ощущениям, звук очень схож с таковым в предыдущей вариации QCY T8S. В моем тесте автономности на 100% громкости наушники отыграли 4 часа и 18 минут, что в целом с заявлениями производителя сходится. Правда, в описании указано 3,5-4 часа на 50% громкости. Так что получается, что отыграли даже в плюс.
Помимо всего прочего, в промо-материалах компания обещала хорошо работающий шумодав ANC на микрофон. А вот получилось ли у них добиться нужного эффекта, я и предлагаю тебе сейчас послушать и оценить в следующем моем тесте. Итак, у нас на очереди первый тест в автомобиле, наушники QC T8 Pro. Так они звучат в закрытой машине. Я по традиции открываю окна с двух сторон, мне сюда порывами задувает ветер и слушаем, как отрабатывают микрофоны при таком сценарии использования, если в них шумодавы и насколько хорошо они справляются, собственно, при таких условиях. Но и не откладывая в долгий ящик второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум, вот такой вот. При каких условиях делается данное тестирование. Ну и, собственно, слушаем, как отрабатывают шумодавы вот при искусственно созданном шуме. Вот так это все будет работать, но нас еще ждет тест на улице, как обычно. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках QC T8 Pro. Таким образом они звучат возле дороги. Это пересечение Ленинградского шоссе и третьего транспортного кольца. Ну и здесь довольно шумно. Плюс еще какой-то такой небольшой ветерочек задувает. И можно оценить качество работы микрофонов при таком сценарии использования, если ты, допустим, где-то окажешься на улице возле такой вот шумной дороги и с кем-то будешь разговаривать по телефону. В силу непонятных мне причин в Pro-версии наушников отсутствует игровой режим, оттого результаты моего теста по данной дисциплине получились ожидаемо средними. В моем игровом тесте в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile интервалы по задержке составили 240-320 миллисекунд, что особого комфорта в игре, если честно, не доставляет. Слышно, что звук отстает. За стабильность сигнала в наушниках отвечает Bluetooth модуль версии 5.1. Ровно такой же стоит и в моих смартфонах. С Poco X3 NFC, Realme Narza 30 и OnePlus Nord CE наушники работают отлично. Никаких отвалов, даже кратковременных, я с ними не ловил. Ни в парке, ни в городе, ни где-либо еще. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что новой моделью я остался слегка разочарован, особенно по части функциональности. Да, задумка с голосовым управлением интересная и, возможно, удобная, но в основном только для жителей Поднебесной. В наших широтах, увы, такое неприменимо, по большей части из-за наличия только китайского языка. А вот по звуку наушники мне понравились, играют они хорошо. Микрофон в целом тоже неплохой, но вот перенастроить что-то в них под себя не представляется возможным. Приложения, считай, нет. Так что в целом, если цена на них снизится долларов до 20-25, то QC T8 Pro будут неплохим вариантом обычных вкладышей, но не более. Ну а на данный момент при цене в плюс-минус 35 стоят они дороговато. Уж слишком они китайские, чтобы их покупать за эти деньги в 2021 году. Ну и на этой прекрасной ноте у меня все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.